Всем доброго дня, друзья! После выпусков про могучие японские литровые спортбайки, кто не смотрел, ссылки будут в описании, теперь переходим и к 600-кам. В сегодняшнем выпуске мы вспомним, как развивалась знаменитая младшая бритвочка Honda CBR 600 RR, которая пока до сих пор еще держится на конвейере. В далеких 2000-х годах в продаже от мотогиганта в этом классе присутствовала только Honda CBR 600 F4i, которая была очень популярна во всем мире за сочетание практичности и производительности. Однако она уже отставала от более спортивных конкурентов. Поэтому в 2003 году Honda решает выпустить отдельную, более агрессивную и менее компромиссную чисто спортивную машину Honda CBR 600 RR, которая была основана на технологиях, используемых в гоночном байке Honda RC211V из MotoGP, и имела схожий внешний вид. Это была первая модель Honda с задней подвеской Unit Pro Link с полностью регулируемым моноамортизатором, ход которого 128 мм. Спереди устанавливалась регулируемая 45-мм телескопическая вилка с ходом 120 мм. Также, естественно, была разработана и совершенно новая литая алюминиевая рама с использованием новых методов производства, обеспечивающих оптимальную жесткость при меньшем весе. Но самое главное, это, конечно же, новый компактный двигатель, который стал крутиться до 15 тысяч оборотов в минуту, в отличие от 14200 у F4i. Силовая установка получила систему впрыска топлива с двумя форсунками на цилиндр от Denso, имеющих по 12 отверстий. При более низких оборотах работает только нижняя форсунка, однако при оборотах выше 5500 подключается и верхняя, обеспечивая максимальную мощность. В итоге рядная 599-кубовая четверка выдавала 117 лошадиных сил на 13 тысячах оборотов в минуту и 65 ньютон-метров крутящего момента на 11 тысячах. При сниженной массе в 199 кг разгон от 0 до сотни занимал 3 с небольшим секунды. Максимальная скорость достигала 260 км в час. Бак вмещает 18 литров топлива. Тормозная система получила два 310 мм диска с четырехпоршневыми суппортами спереди и один 220 мм диск с однопоршневым суппортом сзади. Новая выхлопная система с центральным расположением для лучшей аэродинамики отличается конструкцией 4 в 2 в 1 для повышения производительности. Далее Honda решила поработать над снижением веса своей боевой 600-ки. Спортбайк получает новую, более легкую и жесткую версию рамы, маятника и задней подвески. Передняя вилка вместо обычной становится не только перевернутой, но и чуть тоньше, с 45 до 41 мм. Вместо обычных передних суппортов мотоцикл получает радиальные. В итоге Honda удалось снизить снаряженную массу мотоцикла аж на 10 кг. Внешне новая версия еще больше заострилась. Следующий уже радикальный рестайлинг Honda CBR 600 RR произошел в 2007 году. Мотоцикл получил обновленный внешний вид, при этом он снова похудел до 186 кг в снаряженном состоянии. Это стало возможным не только благодаря новой, более легкой и компактной раме, за счет которой колесная база была уменьшена на 25 мм, но и благодаря облегченным шатунам и коленчатому валу. Сцепление также стало легче, меньше и прочнее. Появился более легкий выхлопной коллектор из нержавеющей стали 4 в 1. Также эта версия получает уже электронный демпфер рулевого управления, который в 2 раза меньше и на 20% легче прошлой обычной версии. Он автоматически регулирует силу демпфирования в зависимости от скорости. Максимальная мощность спортбайка увеличивается незначительно до 118 лошадиных сил, которые стали вырабатываться уже на 13,5 тысяч оборотов в минуту.
Крутящий момент составляет 66 ньютон-метров на 11250 оборотов в минуту. В 2009 году Honda, одна из первых на рынке, стала предлагать свой CBR600RR с комбинированной тормозной системой с ABS. Настройки данной системы были оптимизированы под гоночное использование и трек, позволяя ABS вмешиваться в работу тормозов как можно позже. В этом же году модель получает чуть доработанный двигатель. Изменения затронули поршни, ГБЦ и выхлопную систему, благодаря чему максимальная мощность возрастает до 120 лошадиных сил. В 2013 году Honda CBR600RR получает абсолютно новый дизайн, который немного теряет агрессивности. Однако внесенные аэродинамические улучшения позволили снизить сопротивление на 6,5% по сравнению с предыдущей моделью. Остальные изменения весьма скромные. Новая 41-мм вилка Showa Big Piston оснащена теперь более крупным поршнем демпфера, который создает демпфирующие силы при более низком внутреннем давлении, обеспечивая более плавное отзывчивое действие вилки. Задняя подвеска Unit Pro Link также получила пересмотренный амортизатор с новыми настройками для улучшения общих характеристик. Также мотоцикл получил другие настройки блока управления и новые облегченные 12-спицевые диски. Последнее на сегодня пятое поколение было представлено в 2020 году. Мотоцикл, на мой взгляд, получил самый интересный дизайн с улучшенной аэродинамикой, а появившиеся винглеты повысили управляемость мотоцикла на треке. Также внешний образ дополняет и новая светодиодная оптика, которую серьезно заузили, а передние поворотники получили новое место для крепления. Теперь они находятся на уровне клипонов. Помимо обновленного внешнего вида, модель получила небольшие доработки по двигателю. Инженеры Honda использовали другие материалы для производства распредвалов, пружин, клапанов и коленвала. Улучшили эффективность впуска и выпуска, увеличив диаметр дроссельного отверстия и оптимизировав размеры и диаметры различных компонентов выхлопной системы. В итоге 599-кубовая четверка выдает 121 лошадиную силу на 14 тысячах оборотов в минуту и 64 ньютон-метра крутящего момента на 11,5 тысячах. Сниженная масса увеличивается до 194 кг. Также значимым стало появление нового электронного оснащения мотоцикла. Это электронный дроссель, который сглаживает и улучшает реакцию дроссельной заслонки, особенно при критическом начальном открытии. Система режимов езды, которая предлагает переключаемые 5 режимов мощности и 3 режима торможения двигателем на выбор в соответствии со стилями езды. 9-уровневый трекшн-контроль, который можно отключить. Вилли-контроль. В качестве опции стал доступен квикшифтер вниз и вверх, плюс обновленный электронный демпфер рулевого управления. В 2024 году CBR600RR стала соответствовать последним евро-нормам, благодаря чему модель появляется на рынке Европы. При этом мощность не меняется, а квикшифтер перестает быть опцией и входит
входит в стандартное оснащение мотоцикла. В Японии за новый спортбайк сегодня просят минимум 1 миллион 573 тысячи йен. Это по нынешнему курсу 10,5 тысяч долларов или примерно 1 миллион рублей.